Если у меня есть какая-то мысль в голове, я понимаю, что это не мои мысли, это надо просто сделать. Подожди, ну разве человек не может рассчитывать на то, что он управляет своей жизнью? То есть человек шел до определенного развития, а дальше ему не хватало знаний, опыта. Но выше, рядом, и они сделали специально, чтобы ты не поехал на эту сделку. Почему не? Что мешает человеку слышать подсказки высших сил? Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас будет очень интересная тема. И коснется она, конечно же, знаков высших сил. Как их видеть, как их чувствовать, как научиться их видеть и чувствовать, и понимать, наверное, самое главное. Потому что зачастую высшие силы к нам стучат, а мы не понимаем. Ну, наверное, начнем с вас, девочки. Да? Я задам вопрос. Когда вы обратили внимание, что высшие дают подсказки? Это уже пришло вот сейчас, когда вы начали работать с тонким миром? Или это было раньше, и вы как-то уже понимали, что так делать надо, а так нет, и это точно высшие говорят, а это не пойми кто? Как тебе? Но у меня, я давно слышу подсказки высших, наверное. Благодаря этим подсказкам я до сих пор живу на этом свете. Мне кажется, это с детства было. То есть, во-первых, это навязчивые мысли, хорошие, позитивные. То, что мне необходимо сделать, куда пойти, кому позвонить. То есть ты не отмахивалась? Нет, я наоборот, я понимала, что, если мне повторяют об этом несколько раз, значит, это надо сделать. Но повторяет это как? Это голоса в голове? Ты думаешь, как ты воспринимаешь? Или это Это навязчивая идея. Угу. Допустим, тебе надо связаться с этим человеком обязательно. И пока я это не сделаю, эти мысли не уходят. В более осознанном возрасте, когда я уже стала взрослым человеком, допустим, татуировки, да, пока я не сделала себе татуировку, мне снилась татуировка конкретно с конкретным изображением. То есть вот таким образом, через мысли, через голову. Это только мысли? Или, может быть, еще бывают какие-то знаки? Вообще бывает очень много способов связи с нами. Это могут быть фразы какие-то случайные от прохожих. Ты понимаешь, что это подсказка? Да, потому что ты отправлял запрос ранее, и ты выхватываешь... Вот сейчас ты начинаешь говорить про запрос. А как ты отправляешь запрос? Допустим... То есть ты начинаешь размышлять или как? Или говоришь, ой, блин, подскажите мне, почему делать? Как? Какая-то сложная ситуация в жизни, или ты переживаешь из-за какой-то ситуации, и ты мысленно обращаешься к кому-то. Я раньше не знала, что есть наставники. Я знала, что есть кто-то свыше, кто помогает. И я просила просто помочь, или просто вслух задавала вопрос, как же мне справиться, выйти из этой ситуации. И потом случайно даже какая-то песня звучит, и оттуда одна фраза, которая прям в сердце вцепляется, и ты понимаешь, это же ответ на мой вопрос. Конкретно вот ты осознаешь, что это решение, как будто пазл сложился. Это может быть какая-то надпись на майке у прохожего. И то есть ты тоже на это обращаешь внимание? Конечно. Или ты едешь, и реклама какая-то, прям фраза крупно, как будто для тебя прям светится. И ты понимаешь, да, вот оно, и спасибо, благодаришь кого-то там, кто это посылает. Но, честно, у меня все-таки основной способ получения подсказок через мысли. Я как-то сразу интуитивно поняла, что именно так с нами общаются некто свыше, кто нас ведет и кто нам помогает в жизни. Марина, у тебя? Как ты поняла? Я поняла это не сразу. Я поняла это уже в более осознанном возрасте, пройдя определенную череду испытаний, когда внутренне ты понимаешь, что так делать не нужно, или ты идешь, а внутри тебе говорят, не ходи, не делай. Или, например, ты выходишь, у тебя машина не заводится, ты упорно заводишь машину, потом навигатор начинает петлять, а ты все равно едешь к этой цели. И потом получается так, что ты приехал в то место, в которое должен приехать, а результата встречи нет. Или за тем, чем ехал в магазин, этого не было. И на самом деле меня к подсказкам высших, к осознанию того, что высшие через мое яснознание, через какие-то подсказки на баннерах, в телефоне дают мне подсказки, у меня был довольно-таки сложный путь. Я очень сильно набивала себе шишки, потому что я, откровенно говоря, сопротивлялась этому. А в один прекрасный момент я поняла, когда я начала общаться с людьми, мне внутренне знакомишься с людьми, или они встречаются,
И либо человек что-то говорит, а потом происходит какая-то ситуация, и ты фразы от малознакомых людей у тебя в голове заседают как папочки. В нужный момент они тебе вспоминаются. Я начала заострять внимание, понимать, как это так происходит, почему так происходит. Стала больше слушать, прислушиваться, заглядывать внутрь себя. Я стала слушать. А потом мой внутренний голос стал подавать мне некие знаки, когда я стала практиковать на незнакомых людях. Когда я встречаю людей в магазине, либо на отдыхе, или еще где-то мало знакомых людей, и мой голос сразу, у меня выстраивается характеристика человека, внутренняя моя характеристика. Я не понимала, почему, например, человек ругается, скандалит, а у меня внутренне к нему тепло. Были ситуации наоборот, когда человек приходит, улыбается, что-то говорит, а у меня внутренний ход. Проходит какой-то период времени, и я понимаю, что человек своими действиями именно доказал и показал, что мой внутренний голос не ошибся. И потом я стала доверять высшим. Я стала доверять, слушать подсказки, и при том они приходят абсолютно везде. Через телефон, через какие-то знаки, вот абсолютно везде. Даже через номера на машине, и то это видно. Для того, чтобы понять, что или чтобы пришла подсказка от высших, обязательно ли выстраивать какое-то намерение и задавать вопрос? Или достаточно того понимать, что подсказка может прийти, и просто обращать внимание на эти знаки? Здесь, на моем опыте, все зависит от конкретной ситуации. Когда вот я уже осознала о том, что у меня подсказки идут, что высшие рядом с нами, им надо доверять, и в каких-то сложных для меня сейчас ситуациях или непонятных ситуациях я создаю намерение, прошу высших мне дать помочь с ответом или помочь с То есть принятием все-таки решения. идет намерение? Сейчас уже да, безусловно. Нет, а у меня наоборот. Я понимаю, что голос в голове это, не мои мысли. Меня конкретно ведут. Даже в бытовых вопросах везде. Я знаю, что этот голос — это мой наставник. И я слушаю его. А бытовые вопросы бывают, что до какого-то смешного доходит? Да, конечно, бывает. Вот, допустим, случай был в магазине, когда я купила себе штаны какие-то спортивные, и мне голос говорит внутри: спроси, сняли ли клипсу вот эту защитную, магнит или нет. Я думаю, да ерунда какая, она при мне стоит и снимает, не буду спрашивать. Мне спроси про эту клипсу. Думаю, нет, все, нет. Выхожу из магазина, пищит пакет мой. Я возвращаюсь на кассу, он такая: ой, а я вам изнутри штанин не сняла эту клипсу. Ну, до такого. Или духи какие-то тоже покупала. Мне говорят: проверь, уточни, это та марка или нет. Я думаю, там наверняка одна должна быть марка этих духов. Оказалось дома только, что я купила другие духи абсолютно, там было разветвление какое-то. Вот это если бытовые вопросы брать. То есть это не прям какие-то глобальные, важные, любые? Даже вплоть до того, что сегодня там тебе надо надеть кофту с капюшоном. Почему? Теплая обязательная вещь. Потом оказывается, что она мне пригождается именно сегодня. Да, поэтому, если у меня есть какая-то мысль в голове, я понимаю, что это не мои мысли. Это надо просто сделать. Просто взять, просто принять. Слышать. Послушать, да. Но бывает же и твердолобые. очень твердолобые. Но когда набиваешь шишки и понимаешь, что все-таки этот голос был прав. Сдаться, да? Да, я слушаю постоянно то, что мне говорят. Но есть еще ситуации сложные, такие, скажем, жизненно важные, необходимые, когда надо принять решение. Тогда я создаю намерение или «Боже, помоги!» То есть официально обращаюсь к высшим силам с помощью и жду знак подсказки. Это через сон? Или как не секрет, да, что ты послание присылаешь? Тебе послание приходит? Самый прикол в том, что я себе послание не пишу. Я могу То есть у тебя это мысль? Да, мне либо мысли, либо вот еще прикол. Голос говорил: возьми книгу. Я купила себе книгу одну. Но не одну, у меня есть одна книга из последних, которую я покупала. И мне говорят: возьми книгу и спроси у нее. То есть как гадание по книге. Я открыла, и мне пришел ответ на вопрос. То есть все равно мне через мысли послали как... Но все равно спросят, что за книга. Ты назови. Руми, персидский поэт, притчи Руми. Как она работает? Она работает так, что я задаю вопрос, закрываю глаза, интуитивно выбираю страницу, тыкаю в строчку, и мне приходит абсолютно адекватный ответ на мой вопрос. Но не факт, что будет у всех это работать, я не знаю, может быть, она именно работает. Для меня работает, да. Ладно, открою секрет, у меня тоже работает. Сейчас я буду скупать книгу Руми.
Здесь важно слушать наставника даже каким способом он будет вам высылать подсказки. Потому что у меня есть конкретные источники. Это, допустим, Инстаграм, где мне приходят визуальные ответы на Но вопросы. опять же, это нужно научиться понимать и видеть. Да, и доверять полностью, то есть без «а Безусловно. если кто-то там, а вдруг это не он». И как нужно верить? Первой мысли, не нужно ее размусоливать. Да. например. Первый самый ответ, иначе дальше мозг включается и логика. Ну, сегодня Марина, может, тоже расскажет, Да. как все произошло. Но Марина не знала, что у нас сегодня будет запись. Да. Да, я не знала, что будет запись. Я собиралась сегодня с утра на работу, а косметикой я пользуюсь крайне редко. А сегодня с утра встаю на работу, и обычно я ношу брюки, кофту какой-то, женский стиль редко применяю. А это я встаю с утра с работы, захожу в гардеробную, рука тянется к платью, вторая рука берет косметичку, кидает в сумку, я села в машину, еду. И мысль поймала, зачем мне косметичка, зачем мне косметика на работу, для чего все это? Ну, я как-то уже привыкла, что если надо, я отпускаю ситуацию, все. И уже вечером я более того скажу, что у меня были какие-то планы на вечер. За час до эфира мне Татьяна говорит, ты знаешь, у нас сейчас эфир с тобой, я вот как-то забыла тебе об этом сказать. Ну вот по факту. И тут у меня пазл сложился. Высшие силы все решили за меня, и За чтобы я же Татьяну при этом, Викторовну. да, и за Татьяну Викторовну, да, чтобы никто ничего не забыл, все укомплектовали все. А вот я еще хочу добавить случай из последних новогодних каникул. У меня я отдыхала дома у родителей, у меня с утра были планы на день. Я с утра сажусь пить кофе, и мне внутренний голос говорит: Марина, вставай и вот иди в определенный магазин. Я не собиралась и покупать мне ничего не надо. Но я настолько привыкла, что если высшие говорят надо, значит надо. Я собираюсь, иду в магазин, и буквально на входе в магазин встречаю человека. У нас завязывается с ним беседа. И он мне начинает рассказывал про гвозди, хотя я даже он не знал, где я, что я. Рассказывал мне про гвозди, рассказывал про то, что Это твой знакомый или кто-то? Нет, это Ага. вообще случайный человек. Я пришла в магазин, а это оказался владелец магазина. И он встречал меня прямо вот на пороге, и как с порога ко мне прямиком, и завязался разговор. Я даже не поняла вообще, как это случилось. Вот. Оказывается, человек встал на путь духовного развития, занимался гвоздистоянием, мне это рассказывает, и стал говорить о том, что когда стоит на гвоздях, у него видит старца в белом. Он говорит, я не понимаю, кто это, как. И я ему поясняю, что вы знаете, это ваш духовный наставник. Начинаю рассказывать. То есть это к чему? Меня высшие привели к этому человеку, что чтобы я помогла ему, скажем так, более шире. Я ему, естественно, рассказала про наш центр, рассказала про наш YouTube-канал, про Instagram. Говорю, откройте для себя. То есть человек шел до определенного развития, а дальше ему не хватало знаний, опыта. И высшие меня привели к нему, чтобы я ему подсказала, где он ответы на вопросы может найти. Вот так. На самом деле мы до сих пор удивляемся, правда, таким Ну, вещам. да, Как так и раз бывает, да, Да. что людей как-то, если человек сам не слышит, его через кого-то приводят, вот через конкретного человека. Потому что человек человека может убедить лучше, чем высшие силы достучаться до него. Конечно, но мы же и в сеансах часто такое встречаем, правда, что говорю, ой, а мне подруга просто рассказала, а мне вот нужна помощь. Да. Я все время в таких случаях говорю, что так высшие с нами общаются через других людей. Да. Очень часто, если на этом акцентировать внимание и смотреть, когда вот эти пазлы складываются в определенных жизненных ситуациях, высшие говорят с нами не только через баннеры, через яснознание, но и языком других людей, случайных людей. Давайте теперь неприятно поговорим. А что бывает, если люди не слышат высших сил? Почему не слышат? Что мешает человеку слышать подсказки высших сил? Как минимум негатив. Вы знаете, ну и негатив, и у меня до того, как вы задали этот вопрос, тоже пошла мысль, как негативно может это обернуться. Потому что, ну, наша твердолобость. Элементарно. Я запланировала себе сегодня обязательно поехать куда-то и сделать то-то. Ну, понимаешь, твердолобость. А что это? Это эго? Эго. Я умнее, я сам Типа, знаю. я могу планировать свою жизнь. Подожди, но разве человек не может рассчитывать на то, что он управляет своей жизнью? Мы сейчас идем далеко. Здесь важно доверие. То есть, если у тебя сорвалась поездка, кто-то отказал тебе во встрече, или вот такие моменты негативные, Казалось бы. на ты первый начинаешь, первая реакция, злиться, там, вот опять на мне какое-нибудь проклятие, там, да, сорвалась сделка важная для меня.
Да, вы меня. А потом ты так садишься, выдыхаешь и понимаешь, что выше рядом, и они сделали специально, чтобы ты не поехал на эту сделку, не встретился с этим человеком, потому что это не твое. Но мы-то не видим будущего, а они Ну, конечно, видят. не понимаю. И если воспринимать все ситуации с позиции, что нас ведут, то как раз не будем понижать вибрации, да, а будем доверять вот этим подсказкам. Это к лучшему. Ты, Марина, еще хотела сказать, что еще может помешать восприятию Я, информации к лучшему? я хотела, во-первых, такой момент, как негатив, приобретенный негатив. Это мы все уже как бы знаем, да, Когда человека закрывает. да, подселение, лярвы, негативное магическое Со воздействие, стороны. негативные мыслеформы, которые человек сам себе проецирует, опять же, да, то есть есть люди, которые впадают в депрессивное состояние и своими мыслями накручивают себя, из мухи слона раздувают, и, соответственно, Хотя происходит... высшие силы стучат и говорят, все не так, все неплохо. Совершенно, да. совершенно верно, да, совершенно верно, когда бывает так, что мы в сеансах приходят мамы, говорят про то, что у них ребенок там с негативом и прочее, мы начинаем разбирать, но на самом деле причина-то не в ребенке, причина в маме, а проецируется это все на ребенка. То есть я к чему это все веду? К тому, что всегда нужно думать, я говорю о том, что о гигиене своей души, о гигиене своих мыслей, Верно. о том, что мы должны думать, над чем мы думаем. Как говорит вот Татьяна Викторовна, любимая фраза. И когда человек это уже осознает и это понимает, он начинает заниматься своим духовным развитием, потому что мы за телом своим следим, точно так же нужно следить и за чистотой своей души и Конечно. мыслей. Постоянная мешалка в голове, она мешает. Как к нам выше могут достучаться, если мы все время думаем обо всем? А если подумать, а над чем мы думаем? Да ни о чем. Постоянная какая-то суета, которая закрывает подсказки. Это же тоже, когда человек напряжен, когда он все время отвлечен, думает о всех, а не о себе, Именно когда он пытается излишне контролировать свою жизнь, не только свою. но в лучшем случае свою, в худшем всех вокруг, кроме себя, тоже хороший вариант. Тогда им никак не достучаться до нас, и они уже приводят через других людей какие-то подсказки. Ну, если вот сделать анализ, опять же, наших сеансов, как часто бывает, что когда человек приходит на наш сеанс, или сам погружается, или через слипера, и когда наставник говорит, да я уже устал тебе стучать, но ты не слышишь меня. Почему? Вот, если анализ сеанса, почему не слышит? Потому что не видят свой путь, то есть, ну, допустим, один из вариантов, почему не слышат. Они Да. слышат, но не хотят принимать. Спорят. Да, Я спорят. думаю, что Я так. знаю лучше. Хотя ты раз разорился, два разорился, три разорился. Иллюзия, да, в Да, которой конечно. человек живет. Он думает, у него один путь, а у него на самом деле вообще другой путь. Это вот как бы один вариант, почему не слышит. Второй вариант, потому что не доверяет, опять же, своей интуиции. И каждый раз, я же знал, я же думал об этом. И продолжает все равно на своем настаивать. Нет, и вряд ли эти мысли, там, подсказки. Наверное, надо все-таки сделать по-своему. Ну, это, наверное, и в работе также, да, часто, если у человека обучился на одну специальность, и он идет, и явно понимает, что это не то. Денег нет, удачи нет, роста нет, все плохо. Мгм. Но, может быть, стоит задуматься, почему нет, и, может быть, это выше тебе перекрывает дорогу, что ты наконец уже понял, правда? Да, вот здесь я хотела немножко Да. пояснить, да, здесь вот по моим наблюдениям, здесь два момента. Первый момент, это когда эго у человека раздуто, и он это не замечает, не работает над собой. А второй момент, элементарное слабоволие. Когда человек Да. привык жить так, как ему удобно, а менять в течению. осознанном возрасте уже достаточно сложно, Хотя высшие подсказки. хотя Да. высшие подсказывают, высшие подводят к этому, притом неоднократно. Подводят это и через обстоятельства, подводят это через физическое здоровье, да. Если любви нет к своим родным и близким, к обществу, начинается по физике, мы все это прекрасно знаем, да. Стучат они уже по физике, человек все равно не слышит. Либо когда человек живет, находится в деструктивных отношениях, ему подсказывают. То есть здесь слабоволие. Высшие уже пробуют любой способ достучаться до человека, а человек просто ему сложно. Он живет в определенном зоне комфорта. Из этой зоны комфорта, как ему кажется, в его зоне, брать ответственность на себя и выходить из этого, меняя в своей жизни что-то, он не Ну, хочет. если говорить об этом, понимаешь, высшие же хотят всегда нам добра. Да. Но часто получается, что по-хорошему ведь не получается. Да. И вот это вот упорство, и я в домике, да, я никого не слышу, а действую так, как я думаю, приводит к тому, что у человека и физика начинает, да, физическое здоровье начинает лететь, и семья рушится, и по работе вообще молчу. Сколько у нас проблем в
в сеансах именно финансовых, да, возникает из-за того, что человек просто элементарно не услышал подсказок в самом начале пути, ну или уже по ходу исследования. Да. Да, жизни. да, ему высшие стучат, а он либо не реагирует на это, либо вот на самом деле это вот слабоволие и нежелание что-то делать во благо себя, своего Ну, развития. либо когда, да, сильный негатив, это мы уже обсуждали, когда человек просто не в силах. Его все равно, конечно, спасают всеми возможными способами. Ну, сильный негатив, видишь, тут же еще нужно, чтобы человек понимал, что этот негатив существует. Ведь многие до последнего отказываются верить, что есть такое, как проклятие, Да, да, как воздействие со стороны любой формы. да. Многие же до последнего говорят, да нет, да ладно, не может быть. Хотя другие там думают наоборот, все плохо, потому что меня прокляли, да? То Да. есть, Да. А сами просто не встают на свою программу жизни и не двигаются по программе жизни, поэтому не слышат высших. не слышат, не слышат. слышат. Это вот, наверное, главная проблема, с которой как раз и приходят к нам многие люди, да? Да. Когда мы уже начинаем разбираться, и на примерах жизненных люди уже понимают, ой, а мне же говорили, ой, а я же вот начинала этим заниматься и бросила. Опять же, элементарно силы воли не хватило. Все же хотят сразу. Либо кто-то, чтобы за них сделал это. Ну да, люди забывают, что надо трудиться. К сожалению, да. Подсказки подсказками, но надо предпринимать действия. Действие это важно. Но здесь такой момент, хорошая тенденция. Немножко хочу рассказать о хорошей, что Да. люди, когда приходят к нам в сеансы, мы с ними работаем, проходит 2 недели после того, как проходит энергохилинг, и люди начинают слышать подсказки высших сил. Обращать внимание. Обращать Да. внимание на это. А если человек еще и медитирует и встает на путь духовного развития, да, прислушивается к высшим, то у него кардинально меняется жизнь. Потому что потом, когда человек приходит к нам, приводит своих мужей, детей приводит на сеансы, мы так или иначе все равно же общаемся с клиентами, совершенно люди меняются по-другому, качество жизни у них меняется, когда они встают на тот путь и доверяют высшим, и слышат высших. Ну, насколько важно, наверное, да, чтобы человек шел по своему пути. Вот люди же разные бывают, разный уровень души, разные вибрации. Или это не важно? Выше всегда помогает. Нет, это безусловно важно. Основная работа– это работа над собой. Все время в сеансах говорим о том, что самый тяжелый труд над собой. Труд своей души, повышением качества уровня души и, соответственно, повышение вибраций. Ведь очень сложно, здесь, например, когда человек рядом с тобой ругается, очень сложно с пониманием к этому отнестись, да, не среагировать злом на зло, а именно взять себя в руки и понимать, что нужно здесь работать над собой, что у человека может быть там разные обстоятельства в жизни, в конце концов, может быть на нем негатив, а когда начинаешь давать низковибрационные эмоции, соответственно, вибрации этим повышаешь. Как тогда тебе понижаешь, да, как тогда до тебя достучаться высшие силы? Они тебя в свет ведут. Ну, разные слои, конечно. Да, поэтому чисто здесь физически. очень важно повышать уровень души и вибрации. Ну и важно, естественно, идти по своему пути, потому что тоже из сеансов большинство людей зависают в чужих жизнях. Программа. Занимаются кем угодно, только не собой. Ну, это же, наверное, большая проблема, когда люди развиваются не в том, чем надо быть. Да. Потому что это подсказки любимых родителей. Когда родители хотят, чтобы их ребенок был именно тем, кем они хотят, а не ребенок. Юрист более высокооплачиваемая профессия. Почему Зачем так? тебе быть певцом? Да. К нашим, да, тараканам. Да. Нет, кстати, меня вообще сказали, Нет, девушки. я к тому, что очень важно, чтобы человек попал на свой путь. Не Да. к тому, что музыкант плохо, а к тому, да, музыкант сложная профессия в силу того, что это все-таки. Ну, любая профессия Любая. сложная, если ты не на своем месте. Делаешь это не с любовью. Да, Тебя было не остановить. не остановить. Перла как танк. Да, ну, путь-то твой был длинный. Ну, Хорошо, выше достучались, правда? да. Да. Так же, наверное, Марина, правда? Да, Юрист. юрист. Юридическое, экономическое образование, да, привели, долгим путем меня вели сюда и привели в Сложно конечном было. сложным. Тяжелый, сложный путь, достаточно тяжелый, через терния.
как говорится, на свой путь через тернии, Сейчас же полегче. на свой путь легче. Жизнь меняется кардинально. Я смотрю, как меняется моя жизнь. Я смотрю, как происходят определенные события в моей жизни, как меняется круг людей вокруг меня. И Нравится? как нравится, и как меняются мои родные и близкие, глядя на меня. То есть это тоже очень влияет на близкий круг. Очень. Человек меняется, и близкие твои тоже меняются. Ну да, те, кто не меняется, они просто отваливаются, потому что они не могут больше находиться в твоем свете, да? Твоих, да. Но ты другой. По-другому не может быть. Ты другой, мир другой становится другим. Лучше, ярче. Конечно, да. Добрее. Ну, на этих, наверное, позитивных словах и закончим. До свидания. До Ждем свидания. вас всегда.